Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Как я уже упоминал в анализе, когда Дилан собирается отправиться в Джавахир, приходит баран и мешает ему. Дилан плачет: «Я умирал из-за него, он заплатит за то, что сделал с тобой, мой малыш». Берон говорит, что такого не может быть. Вы думаете, я не хочу привлекать его к ответственности, но у меня есть план, я сделаю гораздо больше, чем просто призову его к ответственности. После того, как Хавен был застрелен, он пришел в особняк с Дилан и отослал ее вместе с Гежой Кадер и Гулем, и пока он проверял свое оружие, господин Кудрет приходит и спрашивает: «Сынок, что ты делаешь?» В то время как баран хочет надеть пистолет на пояс и пойти убить Джавахира, господин Кудрет находит единственное решение, чтобы остановить его, ударив его. Берон вспоминает эти моменты, пытаясь успокоить Дилана. Когда Дилан спрашивает, сойдет ли ему с рук все, что он сделал после того, как заставил его через столько пройти, Берон говорит, что у нас есть план, мы ждем времени. Когда Дилан спрашивает, каков его план, Берон говорит: «Не думай об этом, просто доверься мне», и обнимает его. Когда Дилан говорит: «Я доверяю тебе, но боюсь, что что-то произойдет», он говорит: «Не волнуйся, ничего не произойдет, пойдем домой и заберем Дилана оттуда». Мужчина в костюме входит в комнату барана и фотографирует файл, связанный с тендером. Пока господин Кудрет находится в кабинете, приходит баран и спрашивает, есть ли какие-либо изменения в отношении груза. Господин Кудрет узнал, как Джавахир будет переправлять исторические артефакты, и рассказывает об этом барану. Когда Джихан приходит и спрашивает, о чем они говорили, они считают это делом. Баран говорит: «Давайте возьмем этот тендер из рук Джавахира, и тогда не волнуйтесь, мы будем давить на него со всех сторон, как захотим». Затем они передают документ о тендере Джихану и говорят: «Давай, я доверяю тебе, мой львиный кусок», и выходит на тендер. Госпожа Сабиха очень злится на Дилана за то, что он поехал в Джавахир. Он говорит, что Джавахир очень опасен и что ему не следует приближаться к этому человеку в одиночку. Дилан говорит: «Да, я совершил ошибку, но ты совершил большую ошибку, ты должен был сказать нам об этом с самого начала». Когда Сабиха говорит: «Не волнуйся, Берон не оставит это ей», Дилан спрашивает: «Ты знаешь, каков план барана?» «Мисс Сабиха, нет, девочка, я просто хорошо знаю барана, он больше не оставит ему это», говорит: «Забудь об этом, давай вместе чай попьем». Ясмин расстраивается, когда думает, что Харун не пришел за ней, и говорит себе, что раз он прикончил меня, то и ты тоже. Затем он думает о словах Харуна, когда тот уходил. Он помнит, как Харун плакал за его спиной. Пока госпожа Сабиха ждет в беседке, пока Дилан принесет чай, к ней приходит госпожа Азади. «Когда я сказала Геже Сабихе, мы открыли вам двери, потому что вы потеряли все, но мы откроем для вас дом где-нибудь поблизости, чтобы вы могли организоваться», госпожа Сабиха говорит: «Конечно, если бы Дилан не хотел бы меня, я бы никогда сюда не пришел». Дилан приходит с чайным подносом в руке и спрашивает: «Есть проблемы, госпожа Азади?» Женщина говорит: «Нет, госпожа Азади, я спросила, как поживает наш гость. Отпустите меня, а мать и дочь есть о чем поговорить за чаем». Цеврия зовет Ясмин, но ее не слышно, а когда она говорит, что в эти дни она много наряжена и очень рассеяна, Ясмин злится, когда красит помаду 2 оттенками, и задается вопросом, не покрасились ли мы влюбиться. Севрия спрашивает: «Так ты влюблен?» И когда Ясмин говорит: «Но ты имеешь в виду это», Севрия идет домой. Пока госпожа Сабиха и Дилан сидят, приходит баран и спрашивает Гежу Сабиху, как дела. Госпожа Сабиха отвечает: «Спасибо». Когда Дилан думает, что они что-то скрывают по их взглядам и разговорам, и нападает на барана, госпожа Сабиха говорит, что лучше оставить вас в покое и поговорить об этой проблеме наедине, и уходит. Когда Дилан говорит: «Я хочу знать, каков твой план, скажи мне, чтобы я мог знать», Берон говорит: «Я тоже не люблю что-то скрывать, но я должен сделать это, чтобы защитить тебя». Затем Берон спрашивает Дилана: «Может, нам найти для тебя хобби?»
Дилан спрашивает: «Ты сейчас ищешь неприятности из пустоты?» Бэрон говорит: «Нет, я хочу, чтобы ты занялся другими делами и хорошо позаботился о нашем ребенке и о себе». Пока Баран говорит, что он повзрослел с Диланом и очень рад этому, приходят господин Кудрет и Джихан. Бэрон отправляет Дилана сказать: «Я думаю, что с тендером что-то не так, тебе следует зайти внутрь». Потом, после того, как господин Кудрет говорит, что мы проиграли тендер, а выиграл мой сын Джавахир, он говорит, что среди нас явно есть предатель. Когда Кудрет сердито говорит и хочет пойти к нему, Баран останавливает его. Пока Хасан слушает со стороны, он сразу же убегает, когда упоминается его имя. Мы не уверены, мой ли это дядя Баран, но если да, то он должен думать, что мы не понимаем, тогда мы совершим ошибку и поймаем его. А Джавахир рад, что победил, и как мы писали в трейлере, это предательство совершает именно Ферат. Когда Джавахир говорит, что мы выиграли этот тендер благодаря вам, Ферат говорит, что слово – это связь, я думаю, что теперь мы можем вести бизнес вместе, мы можем доверять друг другу. Джавахир Гювен говорит, что это не так-то просто, нужно строить по кирпичикам. В этот момент звонит телефон Джавахира, это его отец. Джавахир не отвечает на телефонный звонок отца, прежде чем вывести поэта Фурата из комнаты. Когда Гуль не может связаться с Фератом, она слышит, как госпожа Кадер говорит, что она, должно быть, снова что-то задумала. Когда он спрашивает, что произошло дальше, Гуль объясняет: «Мисс Кадер имеет к ней какое-то отношение, она не слышала об этом, не волнуйтесь, между вами нет ничего плохого, верно?» Он говорит: «Нет, мама, не волнуйся, все хорошо, приходи пить чай вместе». Дилан приходит к Барану и спрашивает, что случилось, Баран говорит, что они проиграли тендер. Когда Дилан спрашивает, имеет ли к этому какое-либо отношение Джавахир, Баран отвечает, что да. Дилан говорит: «Чего ты ждешь?» Баран говорит, что я хочу уничтожить его финансово, а потом, когда я стану слабым, я позабочусь о нем. В этот момент Дилан переворачивает живот и открывает глаза. Баран спрашивает, что случилось, подойди и сядь сюда. Дилан говорит, что со мной все в порядке, я впервые чувствую движение нашего малыша, я очень счастлива. Баран не убирает руку с живота Дилана, пока они говорят о том, чтобы не оставлять ребенка без движения, раздается звонок в дверь и приходит госпожа Кадер. Прежде чем Джавахир успеет объявить о прибытии господина Джавахира, в комнату врывается Джавахир. Он говорит Барану, что он хорошо соревновался и я выиграл. Затем он поворачивается к Дилану и спрашивает: «Как дела?» «Я видел, что ты немного вялый, с ребенком все в порядке», и Дилан отворачивается. Когда Баран говорит, что все в порядке, не волнуйтесь, я думаю, наш разговор окончен, Джавахир говорит, что все в порядке и уходит. Пока Ферат одевается в комнате, к нему приходит Гуль и спрашивает, почему он не отвечает на телефон, Ферат дает уклончивые ответы. Когда Гуль злится, Ферат выходит из комнаты и говорит: «Я иду в компанию, вернусь поздно». Пока Баран объясняет, что Джавахир будет совершать набеги на корабли с целью контрабанды, мы отнимем всю его силу и ослабим его. Дилан говорит: «Нет, это слишком рискованно, я, как твоя жена, не могу допустить такого». Баран держит ее за руки и говорит: «Успокойся, я все устроил, риска нет, то, о чем мы говорили, останется между нами, ладно». Пока Ясмин вытирает ложки и вилки, к ней подходит Харун и пытается поговорить. Когда Ясмин говорит о еде, Харуну действительно интересно узнать о Ясмин, и он задает ей вопросы. Когда он дает такие ответы, Харун встает и уходит. Пока Бэрон прижимает к поясу пистолет, в комнату заходит Дилан и видит его. Она не хочет, чтобы он уходил, и говорит: «Подумай о нашем ребенке». Бэрон говорит: «Я ухожу, потому что все равно думаю о нем, я сразу вернусь, не волнуйся», и выходит из комнаты. Пока они планируют пойти с Кудретом в кабинет, приходит Джихан и спрашивает, о чем они говорят. Им тоже нужно рассказать Джихану, и когда они уходят, приходит Дилан. Несмотря на то, что он говорит: «Я не разрешаю, ты не можешь идти», Бэрон говорит: «Пойми, мне нужно идти сейчас», и уходит.
Когда Баран выходит из комнаты, он немедленно звонит в полицию и сообщает о них. Пока Харун спорил с Ясмин, он говорит, что отказался идти, сказав: «Теперь тебе придется меня тянуть». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.